Эту? Да. Клапан трудно делать? Я думаю, этот вопрос лучше всего ответит технолог. Игорь, клапан трудно делать? Я могу сказать, что его было очень непросто сделать конструктивно. Мы потратили просто прорву времени. Но в итоге клапан получился очень простой в производстве. Фактически это набор меньше десятка, наверное, деталей, умещающихся на ладони. Простые. Но это вот к вопросу. Помнишь комментарий под видео? Здесь же нет ничего, за что такие деньги платить? Не так. А где магия? За что 80 тысяч? Так, а деньги платятся именно за то, что это просто и работает. Потому что сложно любой дурак сделает. А сделать просто, и чтобы работало, вот это и есть магия. Ну и фактически клапан получился очень удачным. И Леший, я думаю, винтовка первого шага. Фактически нам эта конструкция позволяет его встраивать в любую современную винтовку с классическим клапаном, то есть там места более чем достаточно для этого. А помнишь, мы когда полуавтомата начали делать еще с Матадором? Когда мы делали его по классической схеме, свободный откат затвора, 120 грамм затвор весил, у нас рамку разбивало в дрыбе. А сейчас мы смогли сделать все подвижные детали очень легкими, то есть у них инерции практически нет, и короткоходными. Именно по этой причине работает очень большой ресурс работы. И стабильно. Короткая кинематическая схема позволяет держать очень жесткие выходные параметры. Да. То есть допуск на соосность, допуска на герметичность. Очень интересно. Да, и вот эта простота, она и есть технологичность. Это и есть эльфийская магия. Что там? 70 чего? Написано. 70 что такое? Что? А что? Не понял, что такое? Ты кого? Оборотел? Да что, плохо? Непривычно категорически. Здравствуйте, Игорь Федорович. Обняться. Теперь только на колени. Слушай, а это что, брючки что, сушатся, что ли? Да, еще Брючки на будет хорошо. Да. Я несколько в шоке. Приехал на родину. Код доступа в туалет указан на вашем чеке. Спойлер. 29-26 решетка. Все, кто будет в этом кафе, приходите, пользуйтесь бесплатно. жесть. Что жесть? По прописке в туалет. А розеток тоже здесь нет, да? У меня телефон сел, и мне никто не звонит, я на связи не. Нет меня на связи. Беда. Только живем. Когда работать-то будем? А? Я вот сюда. Есть привез. Работать надо. Arbeiten und arbeiten. Цитрусовая. Наводи на себя, будешь наблюдать за реакцией. А тёк квинки ловить? Нет, не поймаете. Почему? Потому давай что... накормим апельсинами. С ананасами. Да. Ты будешь руки зажать, а я забивать туда. Давайте. Забивать. Только зачем забивать? Я сама буду жрать, потому что вы купите. А, то есть все, что я куплю, вы все будете жрать? На халяву у меня аллергии нет. То есть и У меня аллергия. творог. Да, у меня тут на аллергия только за свой счет. Тогда что вы кабинитесь? Что? Ну вот масло за мой счет. Так, Бергамот за мой счет. это не масло, это спред. А, Что, его Так сливочное на халяву масло? Так я сливочное масло, что ли, не отличу? На халяву только сливочное масло и красную икру. Не меньше. и дворец в Монако. Не, Не? жарко, не хочу так. Жарко? Жарко там. А где? А я вам потом расскажу. Если захочешь. Беда. А мне вот приходится давиться. Ты давно была в Монако? Да недавно, 2 недели назад. А что? Это к вопросу о жаре. Там У меня, корона- видишь, корона- еще даже это, загар. Какой загар зимой в Монако? Да, ты где Ну, у Ольги Валерьевны с географией хреновенько. Она же двоечница. В школе плохо училась. Монако с Марокко перепутала? Да. А что сейчас в Монако?
А что сейчас в Марокко? И где, кстати, в Монако можно загореть? В казино под цветом софитов? Почему? В соляре? В солярий? А вы что, там не были в соляре? Солярий? Вы не ходили На в Монако в французском соляре? Вы там были в солярий? Это уже еврейский. Ну я же еврей таки, да. Да? Из вас так и просвечивает. Да. Что, Как, еврейство? как не маскируй, все равно палитесь, да. Так все-таки татарин или еврей? Ой, даже, знаете, затрудняюсь сказать. Татарский еврей? В свете последних, скорее всего, документальных фактов. О, да. Да, слышь, фантастиш? Это единственное, что я знаю. У вас был хороший учитель немецкого языка. Отлично. Почему учитель? Инструктор. Инструктор? Да. Как, знаешь, Он говорил и показывал. футболки такие, секс-инструктор, да? Это? Да. Диванные войска. Да, На знаком немецком с языке. полковником диванных войск. Да, На лично. немецком, конечно. Меня познакомите? Б. Сокращеннее. Jawohl, mein Gruppenführer. Meine. Но девочка же. Хотя какая бы девочка? Так себе. Так себе девочка. Даже девочка и то так себе. Что это за грустил, Игорь Федорович? Копишь силы для перебежки в следующую? Не хотите на Пышечную. улицу? Жутко холодно, жутко. Дождь. Как вы в этом пеете и живете? С радостью. Мы радуемся солнышку раз в году. Да? А вы что, с Питера, что ли? Конечно. Ага. Люблю тебя, Петра Творения. Снимай. Да я уже снимала, как он стихи знает. Он, знаешь, первые 2 строчки выучил, и потом начинает просто чесать. Но он забывает о том, что другие тоже стихи эти знают. Я бы сегодня с удовольствием бы сделал поэтическое утро, но я стихов не помню. Я помню первую строфу. А сейчас мне помогут. Люблю тебя, Петра Творения. А дальше не помню. Да, был такой эпизод неприятный в моей съемочной практике. Поддела меня Ольга Валерьевна. Несмотря на то, что у нее 2 класса церковно-приходской школы, Пушкина она знает хорошо. В смысле 2? Я первый еле закончила, а со второго я коридоре? не доучилась, меня выгнали. Да. За поведение? Нет. За что? За прилежание. За умралку? Со 2 класса. Да. Курила по подъездам. По подъездам у директора. Да. В кабинете. Я с детства такая наглая. Тут, я думаю, где-то я вас видел. В вашем кабинете я курила. Французская музыка, потанцуем. Потанцуем. И этот танец энергичный. Все, Воль? договорились. Нет, я только начинаю. Вечер же в разгаре. Ну, вечер и вы, это 2 вещи несовместимые. Тем более уже время сколько. Теплый Носки, ватер-клозет. Как там это? писать и спать. Грелка. И спать. Нет, это горчичники на эти. На пятки. На пятки, да. Носки вязаные, шерстяные. И А Игорь Федорович там что? Считает прибыль от лешего. Думает, куда я поеду на заработанные деньги? домой. В Калугу. Долги бы отдать. Продавая леши, можно заработать на путевку только в Калугу. Хорошо, что можно хоть что-то заработать. Но это же... Это уже хорошо. А вот продавая и не заработать, Не в ту компанию вы устроились, Ольга Валерьевна. да я не устраивалась. Вас так взяли. Там нет отбора, там уже, знаете, берут все, кого не попадя. С ближайшей помойки. Тогда А на какой ближайшей помойке вас нашли? на городской. Вы там главенствовали? Я там беспризорничала. Самую лучшую взяли. Кадр. Да нет, лучших вы не видели. Да. Когда вам достается самое лучшее? Кто?
Ильгизаровичи. Иргизаровича? Да. Ах, ах, ах. Козлы такие. Петр пишет, уже 2000 просмотров будет, моя лучшая фильма. Нормально поднимается. Ваньке за 2-3 дня сколько там было выжжено? 9000 просмотров. Хайпует. Хайпует, так говорят, да? Хайпуем. Сегодня мы с тобой хайпуем. Но зашел троллинг, зашел. А я могу так сказать, что... Моя прелесть. А помнишь Велеса когда сделали? Я суток трое, наверное, ходил по цеху. Первый раз так забрал. это... И щелкал. Моя прелесть. Вот это большая прелесть. А потом он заклинил, помнишь? Я не помню. Но у нас зазоры были все сделаны там практически нулевые. И он же не без гармоники был. Мы его щелк. У Валеры и ВВ мы были как раз дома, помнишь? И он и заклинил там. Помнишь? А по Анубису, по троллингу, я старался сделать очень тонкий троллинг. На самом деле там была подсказка. Реально, сама песня подсказка. И ну ладно, русский языка не знают, они... Но я не ожидал от англичан, что они на это делаются. Там я даже припев выделил. Кто ты такой? Притворщик. А спина может быть ровнее у пальто? Но вы же покупаете кривые колготки, что же? Я купил кривое пальто. Ну, опять же, я же исхожу из денежных средств. А так как зарплату вы не платите, приходится довольствоваться кривыми колготками. Может быть, как там говорится, по мощам и елей? По елям и мощей. Салон по сусалам, как говорится. Так что, опять на улице Рубинштейна? Или столовку найдем где-нибудь? Кормить их в ресторанах дорого очень. Я столько не зарабатываю. В смысле их? Вчера нажрал на 5000. Нам вот такой кусочек оставил, блин. Не верьте им, они все врут. Да достаточно посмотреть на размеры, кто кого объедает. Конечно, посмотри, какой жуп отъел. Вот он наговаривает на вас, Игорь. Наговаривает. У вас такая миниатюрная попка, меньше, чем моя. Точно? Вот камеру не обманете, мы потом посмотрим этот кадр с попой. И я думаю, что общественность нас поддержит. Общественность поддержит любой кипиш, лишь бы против меня. Криво снимаешь, криво. Неправильно снимает. Поверни. А, все не так опять. Пошли давай. На ресторан денег нет, теперь столовка, только столовка. Че, пацанчик, симки есть? Олег Попов? Она с ушками? Как там этот поет? На... Скольких я зарезал, скольких перерезал, Нет, сколько я жизни. Как? Блин. А я милого узнаю по походке. Как его фамилия? Гарик Сугачев. А я милого узнаю по походке.